Трамп и Путин снова поговорили. Обсуждали Иран и Украину. Министру войны Питу Хексету пришлось обороняться в Конгрессе. Война в Иране уже обошлась Соединенным Штатам в 25 миллиардов долларов. Иран решил, что больше не будут брать плату за проход Ормузского пролива в долларах и юанях. Теперь только в иранских реалах. Федеральная комиссия по связи США взялась внепланово проверить лицензию ABC. И все из-за шутки в адрес Мелании Трамп. В Москве провели первую репетицию парада. Без танков, самолетов и ракет. Чисто символически. В Австрии готовятся к Евровидению с взрывотехниками и кинологами. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп накануне провел очередной телефонный разговор с Путиным. Говорили об Украине и Иране. Вы говорили с ним сегодня? Вы говорили с ним о прогрессе в космической сфере? И о чем еще вы говорили? Я не говорил о космосе. Нет, я говорил об Украине и немного об Иране. Мы обсудили несколько разных тем, в основном Украину. И у нас был очень хороший разговор. Думаю, мы довольно быстро найдем решение. Надеюсь. Что он сказал? Думаю, вы хотели бы увидеть решение. Я могу вам сказать, и это хорошо. Какого участия он хочет? Он сказал, что хотел бы участвовать в обогащении, если сможет нам помочь его получить. Я ответил, что предпочел бы, чтобы он участвовал в прекращении войны в Украине. Для меня это было бы важнее, потому что у нас мы этого добьемся. Смотрите, мы не позволим Ирану иметь ядерное оружие. Мы уничтожили их флот, мы уничтожили их авиацию, мы уничтожили их системы ПВО, всю их инфраструктуру. Их радары, у них почти ничего не осталось. У них есть некоторые ракеты, но в небольшом количестве. У них осталось небольшое количество производственных мощностей для ракет. Мы уничтожили около 80% из них. Остальное можно быстро уничтожить, если мы не заключим сделку. У них не будет ядерного оружия. Они это знают. И почти все остальные тоже это знают. Мы немного об этом поговорили. Он тоже не хочет, чтобы у них было ядерное оружие. Но у меня был долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшой режим прекращения огня. И думаю, он может на это пойти. Возможно, он объявит что-то связанное с этим. Он уже объявил? Нет, но я спросил его. Даже если это будет небольшое прекращение огня, столько людей погибает. Это просто абсурдно. Во время вашего разговора с президентом Путиным сегодня, как вы думаете, какая война закончится первой в Иране? Ну, мы больше говорили о войне в Украине, но он хотел бы помочь. Я сказал, прежде чем помогать мне, я хочу, чтобы вы закончили свою войну. Так что у нас был хороший разговор. Я знаю его уже давно. Думаю, он был готов заключить сделку уже некоторое время назад. Думаю, некоторые люди усложнили для него возможность заключить сделку. Но мы больше говорили об Украине. Но как вы думаете, какая война закончится первой? Это интересный вопрос. Знаете, учитывая, что он от вас, это очень интересно. Какая война закончится первой? Я не знаю. Возможно, у них схожие сроки. Думаю, в военном плане Украина проиграла. Хорошо. Помните, вы бы не узнали об этом, читая фейковые новости. Но с военной точки зрения, смотрите, флот. У них было 159 кораблей. Сейчас каждый корабль находится под водой. Обычно это считается довольно серьезным. Что думаешь, Джаред? Я имею в виду, им будет сложно восстановить флот. Хорошо. Теперь авиация. Каждый их самолет был сбит или уничтожен. У них есть ракеты. Около 82% уничтожено. У них есть дроны. Большинство из них уничтожено. Большинство заводов тоже в основном уничтожено. И у нас сейчас есть мощные средства против дронов. Лазеры и новый, очень особенный пулемет, который сбивает их с воздуха, как мух. И мы используем пули вместо ракет стоимостью в миллионы долларов, чтобы сбивать дрон за 30 тысяч долларов. Так что, я бы сказал, Джаред подтвердит, что, учитывая все, что вы только что услышали, в целом у нас довольно хорошее положение. И кроме того, их экономика рушится. Их, как вы знаете, их деньги, они называют это деньгами, но даже названия у них нет. Их валюта ничего не стоит. У них инфляция, которой никто раньше не видел. А в остальном, я думаю, у них все отлично. Если читать New York Times, можно подумать, что у них все прекрасно, потому что это фейковые новости. Или если смотреть CNN, вы же все это освещаете. Вы думаете, у них все хорошо? Вы считаете, что у них все хорошо, когда у них нет флота, нет авиации, нет систем ПВО, за исключением того, что они, возможно, разместили. Возможно, они привезли что-то легкое во время прекращения огня.
И мы точно знаем, где это находится. Так что это будет уничтожено в первые 15 минут. Также Дональд Трамп напомнил, Венесуэла побеждена, и Иран тоже. Иран — то же самое. В военном плане мы их уничтожили. У них больше нет армии. Все, флот на дне моря. Их авиация больше никогда не поднимется в воздух. У нас потрясающая армия. Теперь им остается только сдаться. Все, что им нужно сделать, сказать «мы сдаемся, мы сдаемся». Но их экономика в очень плохом состоянии. Это мертвая экономика. В связи с этим, как вы думаете, блокада заставит Иран достаточно быстро начать ядерные переговоры или потребуется новая волна ударов? Не знаю. Это зависит. Мы ведем переговоры. Мы уже ведем с ними переговоры. И нам больше не нужно летать по 18 часов каждый раз, когда мы хотим увидеть какой-то документ. Мы делаем это по телефону. И это очень удобно. Я делаю звонок или прошу своих людей позвонить, и сразу получаешь ответ. Хотя мне всегда больше нравятся личные встречи. Я считаю, что это лучше. Но когда нужно лететь 18 часов каждый раз ради встречи, а ты и так знаешь, о чем она будет, и знаешь, что тебе дадут документ, который тебе не понравится еще до вылета, это просто нелепо. Они уже далеко продвинулись. Вопрос в том, продвинутся ли они достаточно далеко. На данный момент сделки не будет до тех пор, пока они не согласятся, что у них не будет ядерного оружия. Кремль сообщил, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом поддержал продление перемирия вокруг Ирана и предложил идеи по урегулированию споров по ядерной программе. По словам Москвы, стороны также обсуждали ситуацию в Украине, включая возможность временного прекращения огня на время майских праздников. В Кремле подчеркнули, что контакты между сторонами продолжаются, а дипломатическое решение конфликтов остается приоритетом. Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявлявшееся России пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне. Акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать. Его доверенные лица продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом. Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка. По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника. Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а они нам чуть более 500. И Владимир Путин и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает откровенно террористическим методом, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории. Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной. США потратили около 25 миллиардов долларов на войну с Ираном. Об этом заявили в Пентагоне на слушаниях в Конгрессе. Основные расходы пришлись на боеприпасы и военную технику. При этом в Вашингтоне продолжаются споры о том, достигла ли операция своих целей и повлияла ли она на ядерную программу Ирана. Мы до сих пор не получили от Пентагона данные о стоимости этой войны. Хотелось бы получить их как можно скорее. Речь не только о боеприпасах,
У нас также уничтожено значительное количество техники, включая 2 самолета С-130 при спасении наших пилотов. Есть ли у вас оценка затрат или запрос на дополнительное финансирование? На сегодняшний день мы потратили примерно $25 миллиардов на операцию Epic Fury. Большая часть — это боеприпасы, а также расходы на эксплуатацию и замену техники. Мы подготовим дополнительный бюджетный запрос и направим его в Конгресс после полной оценки. То есть на данный момент общая стоимость 25 миллиардов? Да, это наша текущая оценка. Интересно, потому что мы очень долго не могли получить эту цифру. Господин министр, вы говорите о ядерной программе Ирана, но все предыдущие президенты сдерживали Иран без войны. При этом с начала войны его ядерный потенциал никак не ослаб. Сейчас Иран фактически требует деньги за открытие пролива. Раньше он и так был открыт, а теперь мы пытаемся вернуться к прежнему состоянию. Последнее предложение Ирана. О ядерной программе поговорим позже. Каков наш план? Как эти боевые действия приведут к реальным изменениям? Я не согласен с тем, что ничего не было сделано. Операция Midnight Hammer была очень эффективной. Я не говорил, что ничего не было сделано. Я говорю в рамках этой войны. При этой администрации, в отличие от предыдущих, не заключались плохие сделки и не передавались деньги без контроля. Ядерная сделка дала Ирану ресурсы для финансирования прокси-сил и развития ядерной программы. Что мы собираемся делать? Президент Трамп действовал последовательно от ликвидации Сулеймани до выхода из сделки и нынешней операции. Цель — заставить Иран отказаться от ядерного оружия за столом переговоров. Но они все еще этого не сделали. Их ядерные объекты уничтожены. Мы ведем круглосуточное наблюдение. Мы начали эту войну 60 дней назад из-за якобы неминуемой угрозы. Они не отказались от своих амбиций и имеют мощный военный потенциал. Мы находимся в той же точке, что и раньше. Вы упускаете суть. Их объекты уничтожены, но амбиции остаются. Это стратегия, похожая на северокорейскую, сдерживание через обычные вооружения и постепенное движение к ядерному оружию. Президент Трамп решил действовать, используя возможности США и их союзников. И все же они не отказались от своей ядерной программы. Ладно, следующий вопрос. Также министр войны США Пит Хексет выступил с резкой защитой войны против Ирана. Господин секретарь Хексет, вы лгали американской общественности об этой войне с первого дня, как и президент. Вы ввели общественность в заблуждение относительно того, почему мы воюем. Вы и президент предлагаете постоянно меняющиеся причины для этой войны. Президент завел себя и Америку в трясину очередной войны на Ближнем Востоке. Теперь он отчаянно пытается выпутаться из собственных ошибок. Конгрессмен, вам должно быть стыдно. Позор вам! Называть это трясиной спустя всего 2 месяца. Те усилия, которые приложены, достигнутые успехи на поле боя, которые могут создать стратегические возможности. Мужество президента противостоять ядерному Ирану. А вы называете это трясиной, давая козыри пропаганде наших врагов. Такие заявления безрассудны по отношению к нашим войскам. Не говорите, что поддерживаете солдат одной рукой, называя миссию 2-месячной давности трясиной другой рукой. Это ложная равнозначность. За кого вы болеете? Кого поддерживаете? Наши войска проделывают невероятную работу и добиваются успехов, а вы сидите здесь и гонитесь за кликбейтом на ТВ, подрывая миссию. Мистер Хексет, я подтверждаю свои слова, сказанные в прошлый раз. Вы были некомпетентны тогда. Некомпетентны сейчас. И вы просто подарок, когда речь заходит о профнепригодности. На Ближнем Востоке нарастает напряженность. Иран выступил с жестким предупреждением в адрес Соединенных Штатов, заявив о готовности к беспрецедентным военным действиям в случае продолжения захватов судов, связанных с Тегераном. Там подчеркивают,
Ситуация достигла уровня красной линии, и дальнейшее давление не останется без ответа. Параллельно Иран демонстрирует и экономический ответ. Власти страны, как сообщается, приняли решение отказаться от доллара США и китайского юаня при оплате транзитных сборов в стратегически важном Ормузском проливе. Теперь все платежи должны осуществляться исключительно в иранских реалах. Соответствующий законопроект уже продвигается в парламенте, где его называют шагом к укреплению финансового суверенитета. Эксперты отмечают, такие действия могут серьезно повлиять на глобальные рынки. Ормузский пролив остается ключевой артерией мировой торговли нефтью, и любые ограничения или рост напряженности в регионе способны спровоцировать скачок цен на энергоносители и усилить волатильность на финансовых рынках. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты увеличат добычу нефти, если кризис вокруг Ирана будет урегулирован. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт. Выступая на саммите трех морей в Хорватии, он отметил, что страны с резервными мощностями увеличат добычу, как только поставки нефти через Ормузский пролив станут беспрепятственными. Послушайте, я думаю, что в конце этого конфликта, когда потоки нефти снова станут беспрепятственными, вы увидите, что да, ОАЭ, но также и Саудовская Аравия, все страны, обладающие резервными мощностями по добыче нефти, будут наращивать производство настолько, насколько смогут. Безусловно, Саудовская Аравия сделает это, как и Объединенные Арабские Эмираты, страны с крупнейшими в мире резервными мощностями. Райт также затронул отношения между США и Европой, преуменьшив разногласия в трансатлантическом союзе на фоне политики президента Дональда Трампа. Как я уже говорил, союз между Соединенными Штатами и европейскими странами существует столько же, сколько и наша страна. Он переживал разные периоды, и подъемы, и спады. Да, есть трения. Они есть в любых семейных отношениях. Но является ли это фундаментальным разрывом между Европой и США? Я бы сказал, абсолютно нет. Когда речь идет об энергетике и экономике, мы ищем, где будет следующий рост, следующий шаг вперед. И этот регион, Хорватия, Балканы, вплоть до Балтийских республик, это страны, которые еще недавно были ограничены в свободе и находились под гнетом советского режима. За последние десятилетия они вновь ощутили свободу, и это динамичное общество. Они развиваются быстро, поддерживают энергетику и прагматичный подход. Растут быстрее, и мы надеемся, что они зададут тон и изменят траекторию развития всей Европы. Иран возобновил авиасообщение с иракским городом Наджаф после почти двухмесячного перерыва, вызванного напряженной ситуацией в регионе и закрытием воздушного пространства. Первый рейс из Тегерана прибыл в международный аэропорт Наджафа утром 29 апреля. Аэропорт, который в значительной степени зависит от паломнического потока, постепенно возвращается к работе. Представители аэропорта выражают надежду на полное восстановление авиасообщения между Ираном и Ираком в ближайшее время. Мы много раз прилетали в этот аэропорт до войны. Но этот раз совершенно другой. Потому что мы вышли из глобальной войны, из цивилизационной войны. Конечно, мы ощущаем дух братства, дух поддержки, помощи и единства, если будет угодно Богу, в этой борьбе. Из-за ситуации с безопасностью в регионе аэропорт Наджафа, как и другие аэропорты, прекратил полеты в связи с закрытием воздушного пространства Ирака. Эта приостановка длилась примерно 60 дней. Она нарушила работу аэропорта, который в основном зависит от паломников в религиозные места, особенно из Исламской Республики Иран. Ранее выполнялось около от 35 до 40 рейсов ежедневно. Сейчас полеты постепенно возобновляются, примерно от 1 до 2 рейсов в день. Мы надеемся, что все воздушное пространство между Ираком и Ираном полностью откроется. На севере Израиля, у границы с Ливаном, зафиксировано движение военной техники и колонн танков. Обстановка в регионе остается напряженной, несмотря на действующее перемирие, достигнутое при посредничестве США. Тем временем на юге Ливана произошли новые удары. По данным местных властей, в результате 2 последовательных атак по одному из зданий погибли 5 человек. Среди них спасатели, прибывшие на место после первого удара. С начала обострения конфликта в марте число жертв в Ливане превысило 2500 человек. Среди погибших – мирные жители, включая женщин, детей и медицинских работников. Хотя соглашение о прекращении огня привело к снижению интенсивности боевых действий, стороны продолжают обвинять друг друга в его нарушении. Столкновения в приграничных районах продолжаются. Израильские военные сохраняют присутствие на части территории Южного Ливана и предупреждают местных жителей о рисках возвращения. При этом авиаудары наносятся и за пределами этой зоны. Европейский рынок алюминия испытывает давление на фоне перебоев поставок из стран Персидского залива. Конфликт вокруг Ирана и ограничения судоходства через Ормузский пролив привели к сокращению экспорта,
что вызвало рост цен и дефицит сырья. В Германии алюминий остается ключевым материалом для промышленности, особенно в автомобильном секторе и сфере возобновляемой энергетики. Эксперты отмечают, что спрос продолжает расти, однако возможности увеличения собственного производства в Европе ограничены. Одним из решений может стать развитие переработки, но нехватка алюминиевого лома усложняет этот процесс. В результате производители сталкиваются с ростом затрат и рисками для дальнейшего развития отрасли. Алюминий является очень важным сырьем для экономики Германии. Это также подтверждается тем фактом, что Европейский Союз классифицировал алюминий как критически важный и стратегический материал в рамках акта о критически важных сырьевых ресурсах. С одной стороны, это означает, что он экономически важен для промышленности. С другой, существует определенный риск с поставками. Стратегическое значение связано с тем, что алюминий крайне важен для мобильности и энергетического перехода, а также для обороны, космической отрасли и других связанных стратегических процессов и отраслей. Спрос на алюминий растет и в Германии из-за упомянутых процессов и перехода. В то же время поставки могут сократиться из-за событий в Ормузском проливе. Следовательно, нам необходимо обеспечить получение алюминия из других источников. Это означает, что нам придется увеличить импорт или нарастить собственное производство. Однако увеличить собственное производство возможно лишь в ограниченной степени, поскольку мощности первичного производства в Европе практически исчерпаны, а во вторичном секторе, то есть переработке, довольно трудно получить необходимый алюминиевый лом для такого производства. В США разгорается новый конфликт между властью и телевидением. Федеральная комиссия по связи, главный регулятор эфира, начала ускоренную проверку лицензий телеканала ABC. Формально речь о возможных нарушениях правил, связанных с политикой разнообразия и равенства внутри компании. Но все произошло сразу после громкого скандала вокруг телеведущего Джимми Киммела. В своем шоу он пошутил о первой леди Мелании Трамп. Шутка вызвала резкую реакцию в Белом доме. Президент Дональд Трамп публично потребовал уволить ведущего. И уже на следующий день проверка лицензий. Такие лицензии дают право вещать в эфире, и без них телеканал просто не сможет работать. При этом сами проверки обычно проходят раз в несколько лет, но сейчас их решили ускорить. Эксперты называют ситуацию беспрецедентной и видят в ней политическое давление. Критики говорят прямо: это попытка наказать канал за неудобный контент. В самой ABC и компании Disney уверяют, они работают по правилам и готовы защищаться в суде. Юристы отмечают, лишить телеканал лицензии будет крайне сложно, но сам процесс может стать серьезным ударом и по бизнесу, и по репутации. История уже вышла за рамки одного шоу и одной шутки. Теперь это вопрос о том, где проходит граница между регулированием и давлением на СМИ, и кто в итоге решает, что можно говорить в эфире. География атак на объекты российской энергетической инфраструктуры расширилась до Урала и Оренбургской области. В Перми зафиксирован удар беспилотных летательных аппаратов по объекту компании «Транснефть». Предприятие находится на расстоянии более 1800 километров от границы с Украиной. По сообщениям очевидцев, после взрывов над промышленной зоной поднялся густой дым, а в жилых кварталах наблюдались осадки в виде сажи, так называемый «черный дождь». Одновременно с этим атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Орске, расположенный в 1400 километрах от зоны боевых действий. Согласно предварительным данным, на объекте произошло возгорание 2 резервуаров, существует угроза распространения огня на соседние емкости объемом до 50 тысяч тонн каждая. Сложная ситуация сохраняется и на юге России. В Туапсе в результате падения дрона на территории местного НПЗ начался масштабный пожар. Кроме того, экологические службы фиксируют разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря. Местные власти заявляют о проведении очистных работ. Однако масштаб загрязнения и его влияние на экологию побережья еще предстоит оценить. Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем заявлении подтвердил отказ Киева от предложений международных партнеров прекратить удары по российским нефтяным терминалам. По словам украинского лидера, страна намерена продолжать воздействие на экономический потенциал России для достижения окончания военного конфликта. Эксперты отмечают, что технические возможности беспилотной авиации Украины позволяют поражать цели в глубоком тылу, что ставит новые вызовы перед системами противовоздушной обороны промышленных регионов России. Теперь официально. Парад Победы в Москве впервые за 19 лет проведут без военной техники. Российские власти приняли решение радикально сократить традиционно пышную церемонию парада. 9 мая 2026 года он пройдет без участия военной техники, объявила во вторник Минобороны. Вместо танков и ракетных комплексов по Красной площади лишь пройдут марширующие колонны.
Также в параде не будут принимать участие воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ, кадетских корпусов. Вместо этого запланирована телетрансляция работы войск, действующих на так называемом СВО. Решение принято в связи с оперативной обстановкой, подчеркивает Минобороны. Речь идет об оперативной обстановке. Естественно, мы, и, собственно, вчера в контексте выборов, кстати, президент говорил об этом. Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность. И поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате. Тем временем накануне вечером прошла первая репетиция. На фоне Кремля выстроились колонны военнослужащих, отрабатывая торжественное прохождение. Для сравнения, еще год назад по улицам столицы двигались колонны бронетехники, танков и ракетных комплексов, включая межконтинентальные баллистические системы. В Украине появляется новый уровень защиты от дронов – частная противовоздушная оборона. Такие команды работают рядом с предприятиями и критической инфраструктурой, там, где важна быстрая реакция и локальный контроль. Частные компании встроены в общую систему. Все действия согласуются с Министерством обороны. Они не заменяют государственную ПВО, а дополняют ее, берут на себя ближний контур защиты. Система строится по принципу нескольких слоев. От дронов-перехватчиков до автоматических турелей все зависит от конкретной задачи. Чтобы попасть в такую команду, нужно пройти жесткий отбор с проверками, тестами и регулярными полиграфами. Обучение занимает считанные недели. Новички становятся пилотами дронов, наблюдателями или техниками. Основу составляют добровольцы с боевым опытом. Проект уже дает результаты. По данным властей, частные расчеты сбивают вражеские беспилотники, включая реактивные. И пока небо над страной остается под угрозой, эта новая модель защиты продолжает расти, добавляя еще один слой к обороне. Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, официально обвинена в нарушении новых цифровых правил ЕС. Речь идет о законе о цифровых услугах. Он обязывает технологические платформы активнее бороться с вредным и незаконным контентом, а также защищать несовершеннолетних пользователей. По данным Европейской комиссии, компания недостаточно эффективно ограничивает доступ к своим сервисам для детей младше 13 лет. Расследование длилось 2 года. В результате регуляторы пришли к выводу: существующие механизмы проверки возраста и удаления аккаунтов несовершеннолетних работают слабо. По оценкам Еврокомиссии, от 10 до 12% детей младше 13 лет в Европе все же пользуются Фейсбуком или Инстаграмом. Теперь Мета предстоит внести изменения в свои системы безопасности. В противном случае компании грозят крупные штрафы. Эксперты отмечают, это дело может стать прецедентом и повлиять на весь рынок цифровых платформ в Европе. В Вене представили меры безопасности перед проведением конкурса Евровидения. Подготовка проходит у здания городской ратуши, где состоится финал музыкального события. На месте работают сотрудники полиции, специалисты по взрывчатым веществам и кинологи с собаками. По данным правоохранительных органов, безопасность обеспечивается в несколько этапов. Сначала проверяются все доставленные на площадку предметы, затем проводится повторное обследование территории. Заключительная фаза будет проходить непосредственно во время конкурса с 10 по 16 мая. Накануне в операции задействованы около 50 сотрудников, включая саперов и специалистов по разминированию. Их задача — тщательно осмотреть все зоны проведения мероприятия и подготовить площадку к передаче организаторам. Особая роль отведена служебным собакам. Они проходят сотни часов подготовки и используются для обнаружения взрывчатых веществ. По словам полиции, такие подразделения уже имеют опыт работы на крупных международных мероприятиях. Организаторы усиливают меры безопасности на фоне повышенного внимания к конкурсу. Ранее Европейский вещательный союз подтвердил участие Израиля в Евровидении 2026, что вызвало протесты со стороны ряда вещателей. Финал конкурса пройдет в Вене 16 мая. В аэропорту Ханеда в Токио японская авиакомпания Japan Airlines начала испытание гуманоидного робота-грузчика. Во время демонстрации робот помогал перемещать багажные контейнеры и взаимодействовал с наземным персоналом. Даже приветствовал коллег жестом и рукопожатием. С мая этого года компания запускает 2-летнюю программу тестирования. Предполагается, что роботы смогут выполнять не только погрузку багажа, но и участвовать в уборке салонов самолетов. В авиакомпании объясняют внедрение технологии нехваткой рабочей силы. Япония сталкивается со старением населения, а нагрузка на сотрудников авиационной отрасли растет.
Дополнительное давление создает туристический поток. По данным Japan National Tourism Organization, только в феврале страну посетили более 3 миллионов человек. Это рекордный показатель. Если испытания окажутся успешными, роботы могут стать привычной частью работы крупнейших аэропортов Японии уже в ближайшие годы.